Печень– это молчаливая труженица нашего организма. Именно она фильтрует, перерабатывает и нейтрализует все то, что мы употребляем. Она не имеет привычки жаловаться, поскольку лишена нервных окончаний. О проблемах с ней мы можем узнать только тогда, когда она будет остро нуждаться в нашей помощи. Печень обезвреживает яды, токсины и аллергены, синтезирует желчь, которая необходима для участия в процессах пищеварения, усвоения жиров и жирорастворимых витаминов. Она участвует в синтезе гормонов и белков, в процессе свертывания крови, поддерживает энергетический запас организма. Основной функцией печени является детоксикация. При неправильном питании или воспалениях в печени количество фермента, необходимого для переработки, уменьшается, и непереработанные токсины попадают в кровяное русло, отравляя органы и ткани. Печень– это депо крови, и в случае неблагоприятных ситуаций, связанных с кровопотерей, она помогает восполнить объем циркулирующей крови и избежать осложнений. Болезни печени каждый год уносят множество жизней. От раковых опухолей органа и цирроза каждый год умирает свыше 2 миллионов человек. Коварство таких заболеваний заключается в том, что на ранних этапах они не имеют симптомов. А когда таковые проявляются, болезнь часто переходит в тяжелую форму. Вы удивитесь, но оценить, насколько здорова печень, можно по собственным ногам. Состояние нижних конечностей, например, образование на них сосудистых звездочек или небольших коричневых пятен, часто сигнализирует о проблемах. На какие признаки стоит обращать внимание? Вот об этом мы и поговорим далее. Точки в нижней части ног. Лиловые, коричневые или красные точки в нижней части ног, то есть кровеносные сосуды. Это называется тромбоцитопения и возникает при проблемах с печенью. Это кровяная пластинка, клетка, которая помогает крови свертываться. На греческом слово тромбо означает сгусток крови, цита значит клетка, а пения означает мало. Это значит, что мало кровяных пластинок при тромбоцитопении. Кровь не свертывается, поэтому сосуды как бы протекают, и появляются точки в нижней части ног. Это происходит при запущенном заболевании печени, а также при диабете. Больная печень способствует развитию диабета. Сосудистые звездочки на ступнях и голенях. Красные кровеносные сосуды в виде звездочек на лодыжках, на ступнях, на голенях и в других местах. Когда печень не может регулировать уровень эстрогена, его уровень повышается и появляются звездочки. Потрескавшиеся пятки. Когда кожа на пятках бывает потрескавшейся, сухой, кровоточащей, это признак дефицита витамина В3. Дефицит В3 влияет на область тела с более высокой скоростью обновления клеток, то есть, где кожа должна постоянно обновляться. При дефиците В3 эффективная замена клеток невозможна, и это проявляется в виде растрескавшейся кожи на пятках. Недостаток никотиновой кислоты, В3, связан именно с заболеваниями печени, так как именно печень перерабатывает В3 ферменты, необходимые организму. Нарушить этот процесс переработки может злоупотребление алкоголем. Сухая шелушащаяся кожа на части ступни. Кожа может быть сильно огрубевшая и шелушащаяся, это признак нехватки омега-3 жирных кислот. Значит, часть печени уже поражена жировым гепатозом и не может вырабатывать желчь для извлечения жирорастворимых нутриентов, таких как омега-3. Если в вашем питании много вредных омега-6 жирных кислот, то в этом случае вы также получите этот симптом. Омега-6 жирные кислоты есть в кукурузном, соевом, рапсовом масле, даже в арахисовом, софлоровом, подсолнечном масле. Кожный зуд в области ступней. Обычно это признак того, что отток желчи заблокирован и в желчных протоках есть какой-то осадок. Он называется холестаз, при этом желчь попадает обратно в печень и дальше в кровь, а потом в кожу. Попадая в кожу, желчь вызывает зуд в нижней части ступни. При этом моча будет темнее, а кожа может быть слегка желтоватой, особенно белки, стул может стать более светлым. Также появляется плохой запах из-за тех токсинов, которые попали в кровь. Если печень не может вывести токсины, они выходят через кожу. Если ступни плохо пахнут, это верный сигнал, что печень не работает и токсины поступают в кровь. Даже если регулярно мыть ноги, все равно будет плохой запах, если печень токсична. Ногтевой грибок на ногах. Обычно он вызван дисбалансом микробов в кишечнике, препятствующих избыточному росту грибка. Это также связано с печенью, ведь печень и кишечник тесно взаимосвязаны. И когда печень не работает, она не может вырабатывать желчь, а желчь контролирует рост микрофлоры в тонкой кишке.
Здоровая печень предотвращает избыточный бактериальный рост в тонкой кишке и может обуздать все вредные микробы, чтобы одна бактерия или один грибок не разрастались сильнее других. Мозоли на внутренней поверхности пальца. Мозоли на пальцах ног очень раздражают, и это дефицит витамина А. При дефиците витамина А всегда есть разные проблемы с кожей, наросты, сухость, огрубение. У нехватки витамина А та же причина – нехватка желчных солей. Желчные соли помогают расщеплять жирорастворимые нутриенты, витамины А, D, Е, К, А. Жирная печень мешает выработке желчи. Ступни очень горячие. При нарушении функции печени изменяется температура ступней. Гепатиты могут вызывать жжение подошвы ног. Пастозность. Если надавить на голень, останется маленькая ямка – это проблема с печенью. При дефиците особых белков жидкость задерживается и скапливается в межклеточном пространстве, а также в брюшной полости. Обычно это можно видеть у мужчин с циррозом, и у них шарообразный живот. В брюшной полости есть жидкость или отек в нижней части тела, обычно в голени или ступнях. Более заметно это справа, ведь печень находится справа и там же много лимфатических сосудов, которые могут заполниться, а если отек с обеих сторон, это симптом уже проблем с сердцем. Почему возникают проблемы со здоровьем печени? Врачи отмечают, что заболевания печени люди в подавляющем большинстве случаев провоцируют сами, питаются консервированными продуктами. Злоупотребляют пищей с избыточным содержанием сахара или белков. Едят слишком мало сырых продуктов, овощей, из-за чего испытывают дефицит антиоксидантов и ферментов, а также перегружают почки и печень. Принимают лекарственные препараты, оказывающие побочные действия. Злоупотребляют алкогольными напитками. Специалисты предупреждают, что описанные способы оценить здоровье печени по состоянию ног не позволяют поставить точный диагноз. Они указывают лишь на признаки, которые помогают заподозрить развитие патологий и обратить внимание на собственное здоровье. Каждая из перечисленных проблем по отдельности может сигнализировать и о других болезнях. Но если у человека наблюдается сразу несколько симптомов, следует незамедлительно посоветоваться с врачом.